путешествие на острова Стамбула, точнее сказать, Принцевые острова. Это те горы, которые я видел, когда я только приехал в Стамбул из своей гостиницы. Я смотрел, думал, блин, а что это там за такие прикольные горы или острова, что это вообще такое, как туда попасть? И прямо сейчас я еду туда на пароме, все в каком-то нереальном тумане, берега практически не видно. Это просто нереальное ощущение, когда ты едешь на какой-то остров, где нет никакого электрического транспорта, нет машин, это просто остров, и я туда еду посмотреть, что там будет, очень круто. Так, ребят, сейчас немножко расскажу, что такое вообще острова Стамбула, где они находятся, когда добраться. И это Принцевые острова. Называются они так, потому что раньше на них ссылали приближенных к императору особ для наказания. Вот, сейчас это идеальные такие однодневные путешествия для тех, кто находится в Стамбуле, вот выбраться на остров на один день. Всего их 9 островов, но на пароме можно доплыть только на 4, и я вот плыву в этом видео на самый большой, на самый последний остров. На него плыть примерно 2 часа. Я плыл на самый последний, чтобы посмотреть, что вообще вокруг, какие там острова будут, потому что паром причаливает к каждому из них, и ты плывешь, в какой-то момент по бокам ничего не видно, но потом паром причаливает к островам, ты видишь, как там люди купаются, что там вообще происходит, и он отчаливает, и вот, таким образом я приплыл к самому последнему острову, он самый большой, называется Буйкада. Вот вообще на карте вы можете посмотреть, как это все выглядит, как я уже сказал, это достаточно недалеко плыть, всего лишь 2 часа, если плыть на первый остров, то к нему, по-моему, минут 40 всего лишь плыть. Так, немножко забегу вперед, я посетил все эти острова, и про каждый остров будет отдельное видео, так что, если ты новенький здесь, то обязательно подписывайся, потому что там будут такие кадры, которыми прямо можно будет насладиться, и вообще контент прикольно получился, прямо рекомендацион. Так, ну что, мы наконец-то приплываем на самый последний остров. Он считается самым большим, наверное, даже самым интересным, потому что тут можно найти и поделать. Поэтому, собственно говоря, на него я и приплываю. Он выглядит прикольно. Dün gibi çekip gitme, bırak sarılayım ayaklarına. Kum gibi ezip geçme, acımasız olma. Dün gibi çekip gitme, bırak dolanayım ayaklarına. Я только что вышел с судна и попал в какое-то просто нереально фантастическое место. Оно прямо, я не знаю, оно другое, оно не похоже ни на что, на то, что я видел уже в Стамбуле. Я видел уже достаточно много, есть уже 30 дней. И здесь место какое-то просто нереально, оно прикольно. Здесь какие-то дома, которые не похожи на те дома, которые я видел. Улочки, которые тоже как-то выглядят по-другому. Здесь все выглядит по-другому. Именно вот оно чувствуется здесь уже, что это остров, потому что в последнее время я уже перестал чувствовать, что я наслаждаюсь Стамбулом, что для меня есть что-то новое, уже все было привычно, одни и те же здания. Все было уже
все было уже такое, что я уже привык, ничего меня не впечатляло, но не здесь. Здесь я опять начинаю чувствовать, что вот этот драйв, когда ты смотришь новые места, когда ты опять хочешь снимать. You are clearly an AP two-tone. Это место позволило мне как бы проснуться и опять почувствовать этот дух как бы свободы, путешествия, вообще чего-то нового, какого-то, я не знаю, настроения. Оно все, оно как будто создано для того, чтобы себя как бы немножко пробудить. И посмотрите вот на эти штучки. И тут музыка такая играет. They sippin' only 96. I can do it on my own, yeah. They judging me off my mistakes. Flow is so heavenly. Most of my friends and frenemies. They tryna bring out the beast. I'm batting 1,000, my game is elite. I'm running around in the streets. They're tryna catch up, but they still can't compete. I thought they got in my sleep. He told me keep going, cause you got the lead. Count it up, all the brodies came through, then we added up. They was asking me questions, I had it up. I've been running with God, I just leveled up. They won't speak to my face, got that antidote. They've been putting me on like I'm one of those. Да, атмосфера здесь, конечно, такая именно пробуждает, потому что, как я говорил, в Стамбуле реально уже в последние дни хотелось засыпать, уже все было меньше мест, в которых мне хотелось остановиться, что-то посмотреть, изучить, а здесь ты как будто опять ты все чувствуешь, все слышишь, звуки, и здесь такое большое количество вообще абсолютно всего, здесь все, куча великов, каких-то транспортов, здесь просто какой-то другой мир. Как же мне это нравится, это очень круто. Такое ощущение, что все в этом месте как будто бы устроено и существует по своим каким-то собственным правилам. Здесь есть прямо на большой дороге дорога, которая специально выделена для транспорта, который именно мототранспорт. Те, кто на велосипеде едет, они все здесь бибикают тебе. И такое ощущение, что все здесь работает по каким-то своим правилам, которые нужно понять, и по ним надо жить. Разумеется, здесь сделано абсолютно все для туристов. Здесь все тебе говорят hello, типа давай приходи куда-то, что-то бери, покупай. Все гоняют, туристы катаются на таких маршрутках. Но я думаю, что это абсолютно неинтересно ехать, приезжать в такое место и ехать на каком-то транспорте. Хочется это все пройти и самому как бы прочувствовать, понять вообще, что здесь есть. Конечно, это вообще, это не чувствуется как Турция. Здесь висят, конечно, турецкие флаги, но это чувствуется как будто бы вообще отдельный какой-то мир, который создан специально для того, чтобы ты пришел, немножко взбодрился, может быть, вдохновился чем-то и увидел что-то новое, что именно вот этот мир вообще был чисто создан для вот того, чтобы сюда можно было прийти, поснимать. Еще, мне кажется, достаточно интересный факт, то, что здесь все как бы на электричестве. Тут нет никаких бензиновых двигателей или чего-либо. Здесь все на батарейках, на аккумуляторах. И представьте место, в котором не ездят машины. Это просто офигеть. Я пытаюсь к этому привыкнуть, потому что здесь они все так ездят. Посмотрите. Вот этот байк маленький, он тоже вольт. Он тоже наверняка так и устроен. И велики. Это просто вот идеальное. Это просто вот идеальное место для того, чтобы приехать и не дышать загазованностью. Просто побыть в месте, где чистый воздух. Да.
Так, ну что, я продолжаю прогулку, и, честно говоря, уже закончилась самая туристическая часть. Началась просто улица, как бы дорога, когда уже по сторонам просто дома, уже особо нечего посмотреть, не получается также спуститься к воде. И у меня сложилось такое ощущение, что здесь, по большей части, это все-таки просто дома, где живут обычные люди. И мне кажется, они все очень довольны тем, что здесь такое количество туристов, потому что очень часто на домах висит такой значок «Злая собака». И вот даже вот здесь вот, прямо сейчас есть такой. И периодически встречаются вот такие вот супермаркеты, где можно, в принципе, купить воду. Где, в принципе, он не настолько одичал остров. Из такси здесь тоже ездит очень много такси, которые развозят, возможно, местных людишек. И бывает иногда идешь, и тут такой открывается вид на море, на Босфор. Думаешь, блин, эти люди, они вообще понимают, в каком месте они живут? Но потом ты вспоминаешь, что любое место, в котором бы ты ни находился, оно все в какой-то момент приедается, и ты уже перестаешь себя ассоциировать с ним. Точнее, ты настолько привыкаешь, что ты уже это все не замечаешь, ты просто уже начинаешь делать что-то свое, и это, конечно, прикольно, поэтому интересно приезжать в такие места, наверное, все-таки ненадолго, чтобы успеть схватить этот вайб и поехать куда-то дальше. Единственное, конечно, что мне здесь не хватает, это моего лонгборда, чтобы скатиться по всей этой горе, даунхилл, скатиться, проехаться с ветерком. И это место просто идеально для этого создано, и мне этого, честно говоря, очень не хватает, очень хочется. Может быть, как-нибудь смогу забраться сюда с лонгбордом. Наверное, было бы прикольно забраться даже с бустедбордом от электрички, который ты можешь управлять, выезжать на гору, проезжать все такие красивые места именно с бордом. Вообще, все это место напоминает, что оно для обеспеченных людей, а туристы здесь, как бы, между прочим, приезжают, а вот именно все дома здесь это для людей, которые здесь обосновались, имеют домик, просто, может быть, иногда приезжают. И это, конечно, начинает уже сейчас сильно чувствоваться, потому что здесь уже туристов особо нет, никто не проезжает, но яхты, классные дома, одно здесь все есть. Идешь себе такой. Интересно, она одна вообще здесь или она здесь с кем-то? Let's up and go. A weekend up the coast. Pretty lady, just get close. It doesn't matter why. Let's just hit the road. Оказалась достаточно привлекательная гора к монастырю или к церкви, которая сейчас забирался. Здесь открывается просто нереальный вид. Но это, скажем так, новая глава этого острова. Я нашел просто идеальное место, где делают все инстаграм-посты. Я давно хотел найти такое место, где горы и скалистое место. Я нашел это место, оно прямо здесь. Best behavior. In your head, you are my savior. И вот это место просто выглядит абсолютно нереально. И самое интересное, что здесь есть еще дальше острова, в которых тоже горят огоньки.
и меня очень удивляет, а что вообще там происходит. Что здесь очень много ребят, которые приезжают на яхтах, и мне кажется, они просто приезжают и начинают изведывать то, что есть, и это очень круто. Я, конечно, очень интересуюсь, что может проходить на таком маленьком острове. И он находится реально далеко, и там реально есть огоньки. Мне кажется, это очень удивительно. Это закат, которого я, наверное, ждал. Уже давненько не было таких мест со времен, наверное, даже не помню когда я мог встретить закат в таком месте, просто посидеть, поснимать. Это, конечно, очень круто. Я рад, что здесь. Сейчас надо уже уходить, потому что у парома расписание. Последний паром где-то через час или два. Я обязательно должен на него съесть, потому что иначе я не знаю, как я буду выбираться с этого острова. Так что все, я отправляюсь. Ну вот, это я должен показать и вставить во влог. Вот оно. Я побежал вниз, надо успеть на паром, надо еще зарядить батарейку, чтобы снять. Do you know Turkish? English? Is this a video camera or photo camera? Both, photo and video. Are you shooting a video now or a photo? I need to press a button to shoot something. I like this jobby though. Yeah, thanks, bro. Так, ну что, мои приключения на этом острове уже заканчиваются. Я уже сел на паром для того, чтобы отправляться обратно в азиатскую часть Стамбула, где я переночую. И завтра я буду отправляться на уже на другой остров, на Принцевые острова Адалар. Сейчас я уже сел, и я пока возвращался, спускался с этой горы. Настолько красивые виды. Я увидел очень много людей, которые просто живут, просто смотрят телевизор или где-то сидят за столом, общаются. Это настолько странное ощущение, понимать, что где-то кто-то живет на острове и просто живет обычную жизнь, но на острове. Также увидел огромнейшую гостиницу, где тоже сидело внизу очень много людей. Они просто чилили, разговаривали, и атмосфера была такая классная. Подбежал паренек ко мне, начал спрашивать, говорю ли я по-турецки на отличном английском. Сказал, что ему нравится моя джоби, что спросил, это фото или видео, то есть он знает, что твоя джоби горела код. Это настолько интересно, и вообще просто, я не знаю, пока что не очень укладывается в голове, чтобы осознать все, что происходит. Особенно, когда я спускался с горы, все эти виды, все эти огоньки, это настолько красиво, я заснял это все. И сейчас уже пришла пора отправляться на пароме в ночь обратно в азиатскую часть Стамбула. Так, ну что, вот я и сошел на берег, закончился этот трип на Принцевые острова Стамбула. Это был просто какой-то нереальный день, мне даже совсем не верится, что я был там, потому что я иду уже по обычному месту, азиатская часть Стамбула. Для меня уже как бы быть на суше, как бы обычное место, и даже не верится, что у меня был такой экспириенс, такой день. Я был на острове, я залазил на гору, я снял нереальный таймлапс, у меня получились такие фотки, как я всегда хотел получить в Инстаграме. И этот день был просто сумасшедший, когда... Мне нравится на самом деле ощущение, когда после таких вот, скажем так, вибраций ты возвращаешься в какую-то норму, но эта норма все равно как бы находится на таком тоже уровне вибраций, когда тебя толкает, чтобы ты что-то хотел делать. Мне нравится, и весь этот день был просто сумасшедший, начиная с самого начала. Смотреть на эти острова, ощущения, новые места, прийти вновь впервые на ту улицу, на которую я увидел, которая меня настолько
скажем так, взбодрило и вдохновило одновременно смотреть на весь этот вообще новый мир. И потом я вот сейчас уже сошел с судна и уже отправляюсь. Буду скидывать весь футаж, заряжать батарейки, ложиться спать, чтобы подготовиться к завтрашнему дню. Большое спасибо всем, кто посмотрел это видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, мне будет приятно. Я старался очень долго, наверное, буду монтировать это тоже видео, стараться сделать его максимально качественным, максимально интересным. Подписывайтесь на Инстаграм, и всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео, как всегда. Пока!